Это же восхищение. Оля, я хочу, чтобы ты меня так же везла. Давай. Вашему вниманию состязание между Ольгой и современными технологиями. Пока побеждает технологии Оля, не автоматически. О, да? Они меня победили. Чего так холодно? Да, мороз. Уйдите из кадра, это наша минута славы. Всем привет, это Орел и Решка Мегаполисы. И мы прилетели в Сеул. Здесь, между прочим, 10 миллионов человек. Это не Сеул, это Сеулей. Очень классно, давай подбрасывай. Орел. Решка. Подожди. Нет, подожди. Перебрасывай. Удачно погулять по своим сеулицам. Нечестно. Здравствуйте, сеуляне. Как только хороший город, так сразу я по-бедному. Ай, холодно же. Сеул – это мегаполис, который поставил на уши весь мир. Здесь поклоняются людям, похожим на кукол. Здесь спят в бутылках. Чтобы помолодеть, здесь делают маски из слизи морского монстра. А чтобы похудеть, хоронят себя заживо. Добро пожаловать на родину всего самого модного, что есть в мире. Прикольно. Это ужасно. Корейские деньги идеальны для тех, у кого плохо с математикой. Потому что $100 – это примерно 100 тысяч корейских вон. Аэропорт Сеула находится не в Сеуле. До города аж 70 километров. Дешевле и быстрее всего добраться на электричке. Иероглиф. Все, как я люблю. Так. Билет стоит $4 20 центов. Ехать 50 минут. О, сдачу дали. Билетик. Турникетик. Вагончик. 진교한 Genesis G90 하연합니다. Здравствуй, моя корейская ласточка. Нам корейцы продают машины Hyundai среднего класса. Но себя решили не обделять и создали модель класса люкс Hyundai Genesis G90. О! Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ли в Сеуле всех милее, всех румянее и белее? Молвит зеркальце в ответ. Парень, это столица пластической хирургии, тут таких красавцев тьма. Электричка до центра не идет. Нужно пересаживаться на метро. И вот тут начинается настоящий квест. Каждый день сеульская подземка перевозит 8 миллионов пассажиров. В ней 23 линии и 681 станция. Схема сеульского метро похожа на корейскую лапшу. Как будто ее вот так вот кинули сюда, ее вот так распластала, а дальше люди сами разберутся там, поймут. Не поймут. Сеульское метро шлет нашему метро привет из будущего. Смотрите, здесь есть шкафчики с дефибрилляторами, если у кого-то схватит сердце. Есть хранилище с противогазами на случай пожара или нападения Северной Кореи. Есть специальные транспортеры для багажа, чтобы не тащить его по лестнице. А еще в сеульском метро установлены специальные метки, которые показывают, сколько ты калорий потерял
если двигался пешком. Ну и таким образом тут как будто бы мотивируют. Не езди на траволаторе, ходи пешочком, оздоравливайся. Самое удивительное, что здесь есть, это места для беременных. С игрушкой. А еще в сеульском метро самый быстрый подземный интернет в мире. Огромное количество людей, и все в телефонах. Такое ощущение, что телефон вцепился им в лицо и не отпускает. Просто посмотрите. По-моему, в Сеуле зарождается матрица. Знаете, что интересно? Сеул с корейского переводится как «столица». И получается, что столица Кореи называется столица. Ой, красный, побежали! Заезжаешь в Сеул и понимаешь, вот он, город будущего. Сеул – главный мегаполис Кореи. В городе и его окрестностях живет полстраны – 20 миллионов корейцев. В Сеуле настолько все правильно организовано, что все эти 20 миллионов живут в идеальной чистоте, пользуются идеальными дорогами и работают в новеньких небоскребах. Тут такой город, что все время смотришь вверх. Ну что, пойдем гулять по Сеулу? Красиво, правда? Да, ну и цены здесь. Да не переживай ты так, выберем у тебя сейчас смартфон. Вот смотри, заходим на e-каталог, в раздел «Гаджеты». Указываем нужные нам параметры. И вот, пожалуйста, куча предложений на каждую модель. И цены на любой кошелек. А на сэкономленные деньги сейчас еще и пауэрбанк закажем. Мне. Я пришла на главную улицу Сеула. Называется Чонгичон. Слышите, как журчит улица? А знаете почему? Потому что главная улица Сеула – это река. I'll stand tall through the fight. Lead my soul through the darkest light. Раньше это был огромный проспект с целой кучей машин. Но власти такие, что-то у нас в городе природы не хватает. Надо бы где-нибудь реку. И такие взяли, в общем, снесли проспект. Смотрите, вот так было. Дорога, ездили машины. А вот так стало. Течет река. Ну и правильно. Лишняя набережная не помешает ни местным, ни туристам, чтобы они могли бросать монетки в воду на удачу. Я, конечно, никогда такого в жизни не делала, но мне нужны деньги.
Так, надо взять то, что собрала. Это it's mine, it's not from here. It's okay. Окей, да. Конечно, сейчас. Я в ледяную воду лезла. И сейчас я буду назад кидать. Вот все, что я смогла раздобыть в этой реке. Знаете что? Не рекомендую. Мне кажется, мне еще дороже будет руки вылечить от отморожения. Обычные пятизвездочные отели – это, конечно, хорошо, но скучно. В Сеуле надо останавливаться в креативных дизайнерских отелях. Неплохо. Круто. Фишка номеров отеля Cozy Theme – кровати в виде гигантских предметов. Фанат футбола – спи в мяче. Любишь банановый йогурт – спи в бутылке из-под него. Обожаешь богатство – спи в свернутой в трубочку пачке корейских вон. Прикольно. Мне кажется, спать в деньгах человека с золотой картой, ну, как-то слишком привычно. Что тут еще? Тебе одиноко? Не с кем поговорить? Хочешь согреться? Цыпочка, не хочешь присоединиться? Иди сюда! Этот номер рождает какие-то странные мысли, надо идти. Олеж, ну, кажется, я выбрал. В любой ситуации не теряй самоконтроль. Ну, ночевать в бутылке впервые. Не бутылка внутри меня, а я внутри бутылки. Корейский джин. Корейская ночь. А это номер для тех, кто любит корейскую рисовую водку соджу. Поняли, на что намекает автор? Бутылочка соджу, свидание, предложение руки и сердца и прыг в койку. Надо взять на заметку. Остаемся тут. В Сеуле самое недорогое жилье – это хостелы с ценой за койку от $20. Но есть еще одно место, о котором знают далеко не все. Называется Кочивон. О, зеленый, побежали! Все на корейском. Просто все исписано корейским. Вот это, наверное. Кочивон – это корейская дешевая общага, куда пускают туристов. Hello. I need, Сколько стоит самая дешевая комната? $12. Yes. Правда? Yes. Вообще, кащи переводится с корейского как «государственный экзамен». И в основном в кощивонах живут студенты, пока сдают сессию. Да. Ой, как это странно. Ну, хоть одна. С вентилятором. С разными обоями. А где окно? Это ж коридорное окно. А в окно на улицу где? Хотя ладно, что я? За $12. Ну и что без окна? У меня зато есть телевизор, Wi-Fi, холодильник, огнетушитель на минуточку, полочки, зеркало. Жалюзи для моего окна есть. Стул. Грязный. Не буду. Вообще-то я, наверное, выпендриваюсь. Нет, ну правда. Да уж, как бы не потеряться в этих 3 квадратных метрах. А ведь в таких маленьких комнатушках живут не только студенты, но и большинство корейцев. Они так экономят на жилье, плюс коммуналку в кощивонах платить не надо. Ладно, нет смысла тут сидеть до ночи.
еще и без окна. Пойду гулять. Зато тут очень быстро собираешься, потому что нечего собирать. Комнаты-то нет. Что мы раньше знали о Корее? То, что тут есть корейская морковка и что корейцы едят собак. Но теперь есть такое явление, как K-Wave. Корейская волна. В мире сейчас сумасшедшая мода на все корейское. Корейские машины, корейская электроника, корейская пластическая хирургия, корейская косметика, корейская мода и корейская музыка кей-поп. Ну что, давайте поймаем корейскую волну. Начнем с кей-попа. Кей-поп — это корейская попса. Чаще всего это мальчиковые или девчачьи группы, которые поют и танцуют. Кажется, такое есть в каждой стране. Но кей-поп — это настоящий вирус, который заразил Корею и распространился по всей планете. Кей-поп — это гигантская индустрия. 300 кей-поп коллективов. Они выпускают 1000 клипов и 4000 синглов в год. BTS, EXO, SHINee, Blackpink. Вы о таких группах даже не слышали. Но на их песнях помешаны миллионы подростков. BTS поют, что надо любить себя таким, какой ты есть. И я так делаю. Это группа EXO. И фанаты спорят, кто же круче. Группа EXO или группа BTS. Но это то же самое, что спросить наших бабушек, кто круче, Ротару или Пугачева. Нет ответа. Так и здесь. Кей-поп — это многомиллиардный бизнес. Это не только концерты и рекламные контракты. От имени кей-поп-групп выпускают магнитики, закладки в книги, орешки, сушеную рыбку, фанатские фонарики и даже фигурки исполнителей. Главные лица кей-попа — это участники групп. Их здесь называют айдолами. В 13-летнем возрасте детей набирают в специальные кей-поп-школы, в которых их учат и готовят быть будущими звездами. И, в принципе, каждый год в Корее рождается около 40 новых кей-поп-групп. Но шансы у них стать известными равны примерно нулю. А все потому, что огромная конкуренция и очень жесткие правила игры. Чтобы стать айдолом, нужно учиться читать рэп, петь и танцевать на протяжении 8 лет. И потом пройти сложный кастинг в кей-поп-группу. Если не пройдешь, значит, ты потерял 8 лет жизни. А если пройдешь, тебе сделают кучу пластических операций, перекрасят волосы и стильно оденут, чтобы ты выглядел как само совершенство. Смотрите на этот носик сделанный. Губочки пухленькие, надутые. Тонкие ручки женские, крашеные волосы, выщипанные бровки, белая кожа. Они просто идеально выглядят. Интересно, как это быть айдолом? А давайте спросим у настоящего айдола. Девочки, начинайте целовать экраны. Это реальный Ким Хён Джун. Привет, я Ким Хён Джун, актер и айдол. Как строится рабочий день айдола?
Я каждый день пишу песни, записываюсь в студии, учу хореографию и часто хожу в корейскую сауну. Ты понимаешь, каждый раз, когда айдол выходит на сцену, он должен быть на высоте. Отдыхать вы успеваете? Как-то расслабляться? Айдол не может расслабиться. Быть айдолом — это жить по строгим правилам. Я должен усердно работать и быть идеальным, чтобы всегда радовать своих любящих фанатов. Я не могу набрать лишний вес. Я должен следить за тем, что я говорю. Представляешь, Антон? Я даже не могу неправильно припарковаться. Но я готов принять все эти жесткие правила ради своих фанатов. Я очень благодарен им за их поддержку. Я себе не прощу, как настоящий фанат кей-попа, если не попрошу у вас автограф. У меня теперь 2 любимых артиста, вы и Лобода. 2019년 2월 10일. Спасибо вам огромное. Дякую, спасибо. Я. Если у тебя есть деньги, из тебя тоже могут сделать айдола в специальной кей-поп школе. Здрасте, а вы тут главный, да? Вы продюсер. Да. Зачем ты пришел ко мне? Я хочу стать звездой всей Кореи, а может быть и всей Азии. Вот так, если присмотреться к юной звездочке, чисто навскидку. Я внешне похож на айдола? 한국적인 Ты выглядишь неплохо, но чтобы стать айдолом в Корее, надо изменить твою внешность. Для начала сбрить бороду. 아무래도 Еще тебе надо сделать пластику. Убрать морщины, подтянуть лицо, чтобы ты выглядел моложе. Ну и еще заниматься танцами, вокалом и рэпом. 수술이 어떤 Нормально, с чего начнем? 일단 Давай посмотрим, что ты умеешь. Давайте, но я пока буду в бороде. Сначала будущий айдол проходит тест на умение читать рэп. Я зайду в местную столовку, закажу себе корейскую морковку, закажу себе местные харчи, а потом традиционное кимчи. В общем, жди, Америка, Европа, вот она звезда местного кей-попа. Ребята, ну хватит на месте зажигать, пора наши звездочки поджигать. Go! Все, я все. У тебя ужасный стиль, плохая читка, но ты уверен в себе, и это мне нравится. Годик позанимаешься со мной, и все будет окей. Второй этап проверки – тест на вокал. It's beautiful. Пока что твой вокал никуда не годится. Но я чувствую, в тебе есть зерно успеха. 2 года позанимаешься со мной, и твое зерно обязательно прорастет. Заключительный тест – хореография. Фишка кей-поп хореографии в идеальной синхронности. Один танец кей-поп группа может оттачивать месяц. На сцене айдолы не имеют права на ошибку, чтобы никто не усомнился в их идеальности. Хореограф сказал, что мне не хватает базы, стопы развернуты не в ту сторону, и что нужно еще пару лет попотеть в зале. Спасибо. Итого, чтобы сделать из меня айдола, нужно несколько пластических операций и отвалить $11 000 за обучение. И почти 100%, что никакого толку из этого не будет. Такое чувство, что Сеул как раз-таки преображается вечером, когда включаются эти неоновые вывески, и вот эти большие улицы становятся похожими на Бродвей. И вы понимаешь, вот, наконец-то вы ожили, наконец-то вышли из офисов, из домов, и началась жизнь.
Интересно только, как сеульцы отдыхают. После работы сеульцы идут в самый тусовочный район Хонде. Район Хонде – это район для людей от 20 до 30 лет. Здесь огромное количество баров, караоке, клубов. А еще здесь не найдешь ни одного трезвого человека. У всех по венам вместо крови течет водка соджу. Корейцы так много пьют. 80% людей уже вот такие вот в драбадан. Но в чем прикол? Посмотрите на них всех. Сейчас 11 вечера, а они уже никакие. Аж как-то стыдно за правильных, воспитанных корейцев. Но нужно понимать, почему они так себя ведут. Корея, 2019 год. Мы видим экономическое чудо, но никто не знает, какой ценой оно достигнуто. Это адский труд. Железная дисциплина и миллионы недоспанных ночей. Корейцы пашут по 12 часов, 6 дней в неделю, с 3 днями отпуска в год и живут в постоянном стрессе. Корейцу нужно постоянно оправдывать ожидания общества. Родители с первых шагов говорят маленькому корейцу, что он должен быть лучшим в садике, а потом лучшим в школе. Он не может завалить экзамены, поэтому снимает отдельную комнату, чтобы ему не мешали учиться. Если кожа корейца будет недостаточно белой, а нос недостаточно ровным, его не возьмут на хорошую должность. Из-за такого постоянного прессинга у корейцев притупляются настоящие чувства. Первое, что помогает снять стресс, это алкоголь. На несколько часов корейцы могут забыть, что завтра новый рабочий день и новый стресс. И второе – это музыка. Слушая музыку своих айдолов, корейцы могут мечтать о том, чего у них никогда не будет в реальной жизни. Любить того, кого хочешь, а не кого навязывают родители. Это выглядит по-детски, но только на кей-поп-концертах корейцы могут дать волю чувствам. Знаете, какой самый лучший сувенир из Сеула? Нет, не магнитик. Корейская косметика! В одной Корее брендов косметики больше, чем во всей Европе. Индустрию кей-красоты оценивают в 13 миллиардов долларов. Корейцы должны выглядеть безупречно. Поэтому они приклеивают себе на все части тела патчи, накладывают тканевые маски и мажутся отбеливающими кремами. Эту погоню за красотой спровоцировали кей-поп-айдолы, у которых идеальная кукольная внешность. У нас просто помешаны на корейской косметике. И считается, что она, самая действенная, самая омолаживающая, самая освежающая и просто самая-самая. Давайте разберемся, в чем ее секрет. Состав корейской косметики больше напоминает кулинарный рецепт. Грибы шиитаке, бобы, куриные яйца, морские водоросли, верблюжье молоко, экстракт морских звезд, лошадиный жир и улиточная слизь. Я хочу что-нибудь купить.
А еще корейская косметика манит своими няшными упаковками. Пандочка, зайка, персик, мандаринка, яблочко. Купи, 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 купи. И ты понимаешь, что, конечно, я куплю. Сколько? 80 баксов за крем? Для тех, кого жаба задавила, хорошие новости. В магазинах корейской косметики дают бесплатные пробники. Так что здесь можно понабирать бесплатной косметики на год вперед. Супер! Thank you so much. Thank you so much. Смотрите, сколько всего! И это все бесплатно. Корея, я тебя люблю. Индустрия красоты в Корее работает и для мужчин. У них здесь свои бьюти-ритуалы. Олежка, поздравь с приобретением. Фитнес для лица. Отлично для щек. И как раз как ведущему подходит. Но и это еще не все. Смотри. А? Офисные работники в Корее используют, чтобы соски не было видно. Опять же, буду клеить теперь, как ведущему, хорошо? Знаете, это лучший пасьянс в моей жизни. Спокойной ночи. Обычное утро обычного корейца выглядит так. When I'm down, when I'm blue, when I'm feeling so low, I don't know what to do. I go out of my way to find someone sad and help brighten their day. Что, уже? Подожди, мне еще 5 минут, даже 2. Покупаю другу подарок на каталоге. Тут столько всего. Иди сюда, посоветуй. Я тут выбрала несколько вариантов. Теперь вот думаю, сравниваю. Что выбрать? О! Спасибо! И цена подходящая. Холодно! А ведь это Южная Корея. Южная! Если здесь, в Южной, так холодно, то что происходит в Северной? Страшно подумать. Это как понимать? У меня в телефоне заиграла сирена, и пришло вот это сообщение. Может быть, это Северная Корея нападает? Кого спросить, боже? Те люди! Excuse me. Помогите! Что значит это сообщение? Это что, Северная Корея нападает? Нет, тут написано, что на улице очень холодно. Окей, thank you so much. Представляете, всем приходит сообщение с сирены о том, что будьте осторожны, на улице очень холодно, -11, одевайтесь теплее, берегите себя. Вот это забота. Хоть Корея находится южнее, чем Крым, но зимой тут бывает холоднее и ветренее, чем у нас. Давайте посмотрим, как корейцы греются. У корейцев есть морозный дресс-код. Они ходят в одинаковых черных пуховиках ниже колен.
А на ногах легкие кроссовки или кеды. Здесь у такого лука даже есть название – кимпак, в честь корейского блюда. Черный пуховик – это морская капуста. Белые ноги и лицо – это рис. А красная морковка – это накрашенные губы. Смотрите, какая на улице холодрыга. Но корейцы предприимчивые и спасаются вот такими варежками. Удобно же. Пока едешь, руки не мерзнут. Можно я здесь останусь? Вот оно. Ой, оно прям как кипяток. В магазинах Сеула есть не только холодильники, но и горячильники. Это горячие напитки. Кипяток, я бы сказала. Но у меня на вас нет денег. До встречи в следующем магазине. У корейцев очень модно, когда морозы, пользоваться вот такими вот химическими грелками. Ты их берешь, растираешь в руке, и они становятся горяченькими. И мне кажется, я должна на это раскошелиться. Давайте попробуем. Ее нужно помять. Оно становится теплым. В течение 6 часов этот маленький мешочек будет дарить вам тепло для рук, щек, носа. Нос так вообще особенно актуально. Ну что, продолжим серфить на корейской волне. Я решил познакомиться с корейским спа и взять традиционную процедуру похудения. Для этого всего лишь нужно, чтобы тебя закопали заживо. О, как горячо. Окей. О. Когда вы писали в комментариях «погребите заживо этих ведущих», доигрались. Я жду, когда меня начнут отпевать. Ты лежишь в сухой парилке с опилками и измельченной корой дерева хиноки, родственником кипариса. Сейчас твои поры откроются. Ты будешь потеть, и из тебя выйдут все шлаки. Опилки их впитают. Thank you. Я весь потный. Мне кажется, через поры выходит вся моя гордость. Теперь я должен прорасти. Я очень надеюсь на чудодейственный эффект от этой процедуры, потому что косметологи утверждают, что после 30 минут нахождения в этой могилке ты сжигаешь столько же калорий, сколько когда бежишь 14 километров. Получается, я сейчас пролежал марафон. Как же тут жарко. Если честно, кипарисовый гроб – это пытка. Чувствуешь себя мокрым хомяком, у которого сейчас разорвется сердце. Гипертоникам в такой гроб зарываться строго запрещено. Ну все, время тебя откапывать. Вау, восставшие в Сеуле. Что ж, выгляжу как человек с золотой картой. Завершим эксперимент. — 63,7. Я скинул, получается, чуть больше, чем полкило. Идеальный способ похудения найден. Но можно еще заниматься спортом и правильно питаться, но... Корея со всех сторон окружена морями.
Ну, а значит, куда ни плюнь, везде рыба. Но плевать я никуда не собираюсь. Я просто иду на рыбный рынок. Воняет тухлой рыбой, морской водой. Вот. Кажется, я на месте. Вау, я в жизни просто не видела такое огромное количество каких-то морских чудовищ. О, привет, я Оля. А ты кто? Я Монге, морской ананас. Понятно. Я Оля. А ты? Я Хейсам, морской огурец. Никогда не слышала. Я Оля. А ты? Я Кибуль, пенисный червь. Сочувствую. Ой, а можно потрогать осьминожку? Он меня засосал. Девушечка. Ой, извините. Боже, посмотрите, какие крабы. У них размер да больше человеческой головы. Вау, какой огромный лобстер, боже мой! Вот такая пышная, вот такая. Да он же ей как голову тебе цапнет, и все. Если вам приносят огромного рака вот с такими клешнями, значит, это лобстер. А если приносят огромного рака без клешней и с усами, это значит лангуст. Это важно, запомните. Потому что вот станете вы богатым и путаться не будете. Это что? Это акула, да? Это рыба! Это рыба более плоская, чем камбала. У нее глаза на одной стороне. У этой рыбы при рождении глаза с двух сторон. Но потом со временем один глаз начинает медленно переползать, и в итоге у нее становится два глаза на одной стороне. Все эти твари очень фантастические, но мне нужна особенная. О, это оно! Это ужасно! Это ужасно! Эта тварь не то угорь, не то рыба. Называется миксина. И это довольно примитивное создание, которое существовало еще во времена динозавров. И вообще это какой-то мутант. У них 2 мозга, 4 сердца и 1, внимание, ноздря. Миксина – паразит. Она вгрызается в брюхо рыбы и выедает там все. Короче говоря, рыба чужой. У миксины есть одна суперспособность. Она выделяет густую, противную слизь. Не уходи! Это отвратительно! Чтоб вы понимали, что я намешала. Это такая мерзотина! У вас насморк! Эта слизь забивает жабры и рот хищных рыб, которые пытаются на миксину напасть. Как одна рыба может наделать столько соплей? А теперь информация шок. Оказывается, эта слизь богата коллагеном, и корейцы уверяют, что это просто лучшее средство для того, чтобы омолодить вашу кожу. Молодец! Все ради тебя! Нет, хватит! Я помолодела. Спасибо. Если бы ты сказал иное, я бы тебя прибила. У вас есть салфетка, есть тавол? Этот полурыба-получервяк в Корее считается деликатесом. Долг ведущей обязывает его попробовать. Здравствуйте, можете мне приготовить миксину? Барбекю? Барбекю. Давайте барбекю. Это все, за что я отдала такие баснословные деньги? Чтобы вы понимали, купить и приготовить миксину стоит аж $17. Пахнет как рыба.
Оно похрустывает, потому что у этой рыбы нет позвоночника, а есть хорда. Это такой мягкий хрящик. Я поняла, почему столько денег. Потому что помимо этой рыбы ты же еще получаешь косметическую процедуру. Мне ж помогло. Я ж помолодела, реально. Ну. Я тоже решил попробовать местную кухню и заказал самое деликатесное корейское блюдо – хонгео – ферментированное мясо ската. У ската нет мочевого пузыря, поэтому он писает через кожу. Корейские рыбаки заметили, что если скат долго лежит в темном месте, он маринуется в собственной моче. Ферментированный скат не гниет месяцами, полезен для здоровья и считается здесь изыском, как у нас черная икра. Какая праздничная презентация. Наверное, какой-то праздник, да? А, праздник от того, что какой-то безумец наконец-то заказал это блюдо. Ребята, на запах это урина. Раз, два, три. За тебя, Сеул. Мне в рот только что залез бомж. Господи, это скат в собственном соку. Оно не то, что пахнет. Как будто бы съел общественный туалет. Хочу предать всех суду. Зловонный запах аммиака отпугнет кого угодно, но только не корейцев. Почему они его едят и не морщатся? Фанаты блюда говорят, что аммиак может вызывать легкую эйфорию. Но не у всех. How do you feel? Good? Woo! В Корее жить не мешки ворочать. Именно в такой бутылке я и ночевал. Смотрите выпуск, сами все поймете. Ловите координаты клада в Сеуле. Район Чунгу, улица Ильчиро, парк Хулёнвон. Бутылка со $100 спрятана под каменным холмом. Спасибо, Сеул, за эту экскурсию в будущее. Теперь мы знаем, что скоро будем жить как в «Матрице». Что дороги будут переделывать в реки, и что у мужчин будет косметики больше, чем у женщин. А еще в будущем можно будет выучиться и работать идолом. Надеемся, что еда в будущем будет не такая противная. Скат в собственном соку. Цветочка. Не рекомендуем. Я жду, когда меня начнут отпевать. Сочувствую. Красиво, правда? В Корее жить не мешки ворочать. Спокойной ночи. Все, давай.
Поехали в следующий мегаполис. Надеюсь, он будет теплым. Можно я у тебя в Давай подушку? сюда, давай. Прям вот так. Нет, серьезно, на короткой ноге с Ким Чон Чуном. Ой, да, конечно, рассказывай. Сейчас весь мир Ага. кричит: ого, вау!